Всем привет, друзья! Ситуация с дизайном интерьера, скажу прямо, очень тяжелая. Материалы кончаются, цены растут, и никто не знает, когда приедут новые материалы. Стоит ли делать дизайн-проект, начинать или не начинать стройку? И самый главный вопрос, который все задают, что делать с комплектацией? Я решил узнать самую актуальную информацию и задать вопросы, которые всех нас волнуют, напрямую поставщикам, с которыми мы постоянно работаем. Меня зовут Александр Синчугов, я дизайнер интерьера. Обязательно подпишитесь на наш канал и поддержите видео лайком. Погнали! Добрый день, меня зовут Сергей, я руководитель компании «Петербургский дом паркета», также мы известны как «Азбука пола». Меня зовут Константин Петухов, я являюсь руководителем компании «Мебелит». Мы производим кухни и корпусную мебель. Меня зовут Сергей Белоусов, я совладелец компании Fluffy & Puffy, это мебельное производство. Мы изготавливаем мебель на заказ, мы находимся сейчас в нашем магазине. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я менеджер салона Еврохом, и мы занимаемся продажей напольных покрытий, в частности паркета. Добрый день, меня зовут Сергей, компания Select Store. У нас продаются двери, паркет, перегородки и сопутствующие к ним материалы и товары. Всем привет, меня зовут Максим, я являюсь директором салона 18 линия. Мы являемся официальным дистрибьютором испанской фабрики Балдасер. Также мы представляем множество итальянских сантехнических фабрик. Всем привет, меня зовут Константин Цепелев, светотехническая компания Bright Bureau. Мы продаем освещение, электроустановочные изделия и систему управления. Добрый день, меня зовут Наталья Виноградова, я арт-директор компании «Галерея дизайна Рене». Мы предлагаем строительные отделочные материалы, дизайнерские покрытия, текстиль, обои. Добрый день, меня зовут Наталья, я ведущий менеджер салона «Атмосфера». Сейчас мы с вами находимся на Выборгском шоссе 15, это один из наших шоурумов. Мы занимаемся керамогранитом, керамической плиткой, мозаикой и сантехникой. Как сейчас обстоят дела с заказами? Много работы? С заказами дела обстоят хорошо, в общем и целом их довольно-таки прилично. Конечно, бум, который был 2-3 недели назад, он прошел, но идет спокойная работа с текущим объемом. Сейчас объем работ довольно-таки увеличился, да, скорее всего за счет того, что люди где-то в марте месяце после последних событий побежали тратить деньги. Поэтому объем, да, больше, чем в начале года и даже в конце прошлого года. Работы очень много, был гигантский всплеск продаж. Сейчас фабрика достаточно загружена, и мы принимаем заказы сейчас с сроком около 3 месяцев, но тем не менее все идет по плану, согласно контракту. Работы у нас всегда много, особенно много было 2-3 недели назад. Сейчас идет небольшой спад, но в целом заказов хватает. Сейчас заказов много, их, наверное, даже больше, чем обычно. Работы на самом деле на данный момент очень много в связи с большим спросом на материал, на европейский материал в первую очередь. Заказов много, работы много, вопрос, насколько это продлится, непонятно, но пока спрос достаточно большой. Сейчас работы много, потому что заказчики стараются укомплектовать свои заказы, так как не знают дальнейшие события, и поставки материалов тоже, в общем-то, сейчас сократились, склады пустеют, поэтому заказчики стараются приобретать и комплектовать свои заказы. О, да, и я бы не сказала, что это как никогда много. В принципе, все идет стабильно, и заказы все так же идут стабильно. Просто в какой-то момент был такой небольшой прирост клиентов, которые поторопились в плане приобретения, поспешили, я бы сказала. А так, в принципе, много, как всегда, стабильно, как всегда. Вы продаете импортные товары или товары отечественного производства? И в каких пропорциях? Используем, безусловно, импорт составляет примерно половину нашего ассортимента. Мы используем импортные товары в процентов, наверное, 50-60 в кухнях. Это в основном фурнитура. Фурнитура таких брендов, как Блюм, Австрия, Хетти, Германия. Но также есть и российское производство. Мы используем и импортные, и отечественные комплектующие. Здесь, на самом деле, для нас не является особо критичным конкретно какое комплектующее, какой страны производителя. Мы стараемся находить самые лучшие варианты. Мы предлагаем и отечественные, и импортные товары. То есть мы работаем и с российскими фабриками, и с европейскими фабриками в том числе. Мы продаем и импортные товары, и отечественные. Ну, как раньше было всегда меньше импортных товаров, да, там, что касается дверей, паркета основной товарной группы, было всегда больше российского товара. Сейчас его еще больше продается. Но такие детали, как фурнитура,
Пеналы, они были европейского и китайского производства, они в основном и продаются также. Мы продаем как импортные товары, так и отечественные. У нас есть контракт с российскими фабриками, именно с плиточными российскими фабриками. Мы продаем и те, и другие, но, наверное, скорее всего, где-то в равной степени. У нас есть импортные товары, отечественных товаров у нас достаточно маленькое количество, наверное, 10%. В основном это импортные. Мы ориентируемся и на европейского производителя, и на российского производителя. В принципе, в одинаковой, в равной пропорции, все зависит от потребностей клиента. Сложно сказать, что преобладает. Хотя конкретно сейчас, в связи с последними событиями, конечно, российского производителя покупают активнее. Возможно ли заменить импортные товары внутренним производством или аналогами из других стран, не ушедших с нашего рынка? Безусловно, возможно заменить и LVT, и паркет, все, что, так сказать, есть в ассортименте, мы уже над этим плотно поработали, и, конечно, никуда ни один продукт не пропадет. Плюс в том, что импортные производители, их можно, в частности фурнитуры, их можно заменить на хорошие китайские брендовых производителей. Фасады, корпус, процентов, наверное, на 30-40 производятся в России. Их заменять не нужно, но также есть турецкие поставщики, есть корейские поставщики, пока это все к нам привозится. Могут быть ремни, возможно, какие-то скобы или какие-то крепежные элементы внутренние. Здесь мы используем иностранные комплектующие, однако на данный момент работаем над импортозамещением. То есть мы ищем именно эти комплектующие российских поставщиков для того, чтобы не зависеть уже от иностранных. Да, часть импортных товаров можно заменить, но все-таки Европа отличается более интересными отделками, какими-то эффектами, и в России пока никто повторить их не может. Ну, основной товар можно заменить, это двери и перегородки. Что касается фурнитуры, ее практически невозможно заменить. Аналогов, не существует, наверное. Но в сантехническом бизнесе это немного сложно сказать, так как я не скажу, что много фабрик ушло с российского рынка. Сейчас большая загвоздка именно в логистической цепочке, и все. В принципе, заменить, конечно, будет очень сложно, но в принципе это возможно. К сожалению, на 100% заменить импортное оборудование невозможно, потому что, например, такой сегмент, как декоративное освещение, в нашей стране практически не развит. Но есть Китай, который, я думаю, что на ближайшее время нам заменит дорогие или подорожавшие европейские фабрики. Хотя, повторюсь, проблем с привозом нет. Текстильную промышленность, я думаю, что вряд ли, это сложное производство. Обои, я думаю, что тоже сложно будет заменить в какое-то ближайшее время. У нас есть только один производитель, который делает в России. Да, с этим нет сейчас проблем, тем более, что качество принта, качество самого материала каждый год становится все лучше и лучше, и проблем с этим нет. Что сейчас с поставками из Европы? Есть некие сложности со сроками. Безусловно, это не так стабильно, как было раньше. Мы четко раньше понимали, если принимали заказ, и он находится, к примеру, в Бельгии, то срок там 3-4 недели. А сейчас эти сроки примерно недель 6. Вот такое у нас понимание. Но все, что выставлено, мы можем привезти. Из Европы мы в основном возили фурнитуру, такие как Блюм и Хетих. Сейчас с ними очень такая серьезная проблема, то есть они ввозятся, но в маленьких количествах, либо большим оптом. Сейчас, в частности, Хетиха практически, это Германия, в городе нет. Блюм ограничил свои поставки процентов, наверное, на 60-70. Пока что поставщики говорят, что проблем с поставками нету. Мы рассчитываем, что так и продолжится. Заранее мы закупили большой объем сырья, а сейчас работаем довольно комфортно. Поставками по-разному. Какие-то страны прекратили сотрудничество с Россией, соответственно, из этих стран прекратились поставки, в том числе сейчас перебой на рынке с пробковой подложкой, которая идет из Португалии, и просто контейнеры не приходят. Ну, такие страны, как Италия, например, они продолжают сотрудничество. Поставки могут задерживаться, но они есть. С поставками из Европы в целом все хорошо. Можно заказывать также двери и перегородки из Италии, и они будут приходить в срок. Есть некие сложности с поставками из Европы, потому что морем для России закрыто, машинами возить можно, но это достаточно дорого. Поэтому мы
взяли небольшую паузу, посмотреть, как все устаканится, и потом примем решение. Пока что Европа не закрыта, как нам сказали, возят, мы ждем. Ну вот да, вот проблем нет, все возится, там есть, наверное, порядка, 10-15 фабрик, которые стоят в стоп-листе, но в масштабе 1500 наших партнеров это вообще ничто. Поставки идут. Европейские фабрики некоторые отказались с нами работать, но основная наша масса наших производителей с нами работают. Они едут. В какой-то период были сложности, нужно было решить пару вопросов именно с логистикой, с логистической частью, с документооборотом, но в целом ситуация стабилизируется, нормализуется, и мы надеемся в ближайшей перспективе вернуть былые обороты по импорту. Что сейчас с наличием материалов? Что-то есть в наличии, безусловно, на складах Санкт-Петербурга, что-то, к примеру, на самые ходовые артикулы, паркетные, инженерные доски, сроки от 2 недель. То есть в общем и целом сроки быстрые. По наличию материалов, опять же, вот европейские производители фурнитуры, сейчас их на складах, они практически закончились. Что-то возят через Финляндию, но там ограниченные поставки. В феврале месяце и в начале марта мы много чего закупили на склады, то есть нам работать в ближайшие 2-3 месяца есть чем, в частности с европейской фурнитурой, чтобы вот потом, сейчас отслеживаем, общаемся с поставщиками, берем у них информацию, от нее отталкиваемся, и, конечно же, занимаемся поиском новых поставщиков уже со стороны Китая, но брендовых производителей. Но, опять же, сейчас на рынке мы не видим особых проблем с поставками и даже вот этой мелкой фурнитуры. Есть сложности с механизмами, однако сейчас мы тестируем российские механизмы, которые выполнены по чертежам и по сертификатам итальянцев. Смотрим, проверяем, возможно, действительно перейдем на них, потому что вроде как некоторые механизмы показали себя с очень хорошей стороны, российские. С наличием все хорошо, у нас все есть. В наличии двери, они были всегда под заказ. Да, какое-то сырье, полуфабрикаты, они в наличии всегда, из которых делают двери. С этим тоже никаких проблем нету. Что касается паркета, он есть в наличии, да, были перебои небольшие с поставками, но сейчас все восстановилось и он в наличии есть. У нас с наличием на самом деле все хорошо. Так как мы являемся официальным дистрибьютором испанской фабрики, мы, имея собственный склад, у нас большая складская программа, мы ее в течение года доукомплектовывали, дополняли. На данный момент сейчас мы имеем порядка 8000 метров наличия товара на складе, плюс мы еще, у нас есть контракт с российской фабрикой, который мы также завели в размере 1500 метров. Наличия практически нет, потому что мы опустошили все склады, да и в принципе мы работали всегда под проект, под заказ. Опять-таки проблем с поставками нет, интерьеры комплектуем, как и прежде, под любой бюджет, под любые нужды. Мы закупили на склад. Когда начались эти события, у нас есть рулоны на производстве. Первой необходимости, назовем их так, блэкауты, димауты и вуали, которыми мы можем временно перекрывать какие-то заказы, серьезные заказы на первое время, потом уже в дальнейшем формировать, в зависимости от изменений, уже более какими-то дизайнерскими материалами. Склад сейчас переполнен как российскими материалами, так и импортными материалами, которые в свое время успели приехать. Кроме того, на складе ожидается поступление импортных материалов. Склад не пустует и более чем уверена, что не будет пустовать. Насколько выросли цены с февраля и будут ли они расти дальше? В процентном соотношении цены, безусловно, выросли. Все зависит от вида продукта и где его изготавливают. Если продукт изготавливают в Европе, то, как правило, это подорожание составило процентов 25-50, в зависимости от производителя и материала. Если это внутренний продукт, к примеру, производства России или Белоруссии, то цена, конечно, поднялась, но не так значительно, примерно процентов на 20. С февраля месяца сама фурнитура по отдельности выросла где-то на 100%, на 150%, но в комплексе, так как у нас мебель состоит наполовину все-таки из российских производителей, ценник в общем на мебель вырос процентов где-то на 20-25%. Но рост уже остановился, сейчас валюта падает, и какие-то позиции тоже по ценнику снижаются. Цены на изделия выросли на 30%. Расти, я думаю, что в ближайшее время они больше не будут. Это связано с тем, что все-таки курс доллара сейчас обратно стабилизируется.
возвращается к докризисному показателю. Ну, докризисному мы имеем в виду вот эти вот месячные колебания недавние. В феврале цены выросли в среднем где-то на 30%. У некоторых поставщиков это было 15%, у некоторых 50%, но в среднем на 30%. Дальше мы ожидаем все-таки снижения цен, потому что цены, как правило, привязаны к курсу у многих поставщиков. Так как курс сейчас более стабильный, мы надеемся, что цены все-таки будут снижаться. Процентов на 20 выросли цены. Могут вырасти, какой-то конкретной информации сейчас уже нету. Цены стабилизировались, и курс упал, и, наверное, вряд ли будет что-то расти. Цены с февраля выросли в среднем, если в среднем так считать, где-то порядка от 60 до 100%. На наши испанские фабрики, которые у нас, с которыми мы являемся официальным дистрибьютором, выросли в среднем где-то на 50-60%. А расти, скорее всего, будут. Именно с апреля говорили, что, скорее всего, будет повышение из-за стоимости газа в Европе. Что касается цен, цены поднялись в среднем 30-40%, какие-то продукты поднялись на 50% даже. При этом, что за последние несколько дней цены опустились, наверное, процентов на 10-15 на некоторые позиции. Прогноза по росту цен. Если мы берем европейское оборудование, именно европейское, скорее всего, оно будет дорожать, потому что я прогнозирую подорожание цен непосредственно в Европе. Для европейского рынка это как следствие отразится на нас. Будет дорожать логистика, она подорожала. Если мы говорим про какой-то российский продукт или про китайское оборудование, про азиатское, я думаю, что дорожать это больше не будет, если курс стабилизируется. Если курс будет расти вверх, то цены тоже будут привязаны к курсу, будут расти. Цены выросли практически в 2 раза, в 1,5-2 раза. Насколько они будут дальше расти, это зависит уже, наверное, не от нас, и прогнозировать это сложно. К сожалению, да, такая тенденция наблюдалась и по импорту, и по российским производителям, что в принципе ожидаемо. Но по импорту, как вы знаете, скорее всего, исходя из курса, все довольно так капитально варьировалось и прыгало, тогда как российский производитель поднялся, и стабильно сейчас держится на одном. В среднем это порядка 20%. Что сейчас делать покупателю? Спешить покупать или подождать, если в этом нет необходимости? Спешить покупать уже смысла нету, бум прошел, сейчас есть смысл выбирать именно то, что ему нужно. Выбрать продукт, выбрать цвет, и, собственно говоря, торопиться, на мой взгляд, уже смысла нету. Я считаю, что именно спешить, покупать или не покупать нет смысла. То есть все мы планируем свой ремонт, мы планируем покупки, поэтому без паники, без торопления также планировать и все делать в свои сроки. Потому что фурнитура, скажем, в марте она очень сильно выросла на 3 недели. Кто-то быстро побежал в панике и закупать уже по новым ценам. Сейчас она немножко упала, и люди уже немножко расстраиваются, что купили дороже. Поэтому я считаю, что с нашей нестабильной экономикой не нужно, главное, паниковать, а все делать запланированно. Лучше, конечно же, сейчас покупать диваны, потому что многие поставщики имеют складские запасы, и есть возможность их сейчас выбирать. Пока что выбор широкий, но я думаю, что он будет меняться, какие-то поставки перейдут из Европы в Китай, что-то будет довозиться, что-то будет прекращаться. Мы сейчас тоже, на самом деле, перестроили свои закупки, но пока у нас довольно широкий ассортимент, и этим можно воспользоваться сейчас. Но в рамках роста цен, я думаю, что если там не случится чего-то еще более глобального, чем случилось, я надеюсь, ничего уже больше не произойдет, то роста цен мы не ожидаем. Месяц назад, наверное, мы не предполагали, что может произойти то, что происходит сейчас. Поэтому мы не можем спрогнозировать то, что будет через неделю, через 2, и дать какое-то определенное решение для покупателя. Мы бы советовали, если есть бюджет, то закупить материал и оставить его, например, на хранение на фабрике. Наши многие фабрики хранят материал бесплатно, в этом нет никакой проблемы. То есть зафиксировать цену и закрыть этот момент с закупкой материала, потому что это достаточно большая смета получается. Наверное, уже спешить нет смысла, когда курс еще буквально 2 недели назад все спешили, и мы рекомендовали спешить. Сейчас, наверное, уже нет смысла. Нужно, наверное, заказывать все своим чередом.
как вот идет стройка планомерно, потому что может произойти что угодно. Ну, сейчас сложный вопрос. Если нет необходимости в данный момент и клиент готов подождать, я советую, в принципе, конечно, подождать, ну, буквально около месяца. Потому что если, конечно, есть потребность, которую нужно сейчас закрыть, есть наличие товара на складе, есть наличие, то есть, партнеров на складе, то я советую, конечно, это лучше купить, так как неизвестно, каждый день товар разбирать, что будет, или это будет еще дороже, и увеличится срок, и неизвестно, вдруг это вообще не приедет. Поэтому здесь немного сложно сказать. Паниковать точно не нужно. Это я точно могу сказать. Совет покупателю я бы дал бы такой. В любом кризисе и в любой вот такой шоковой ситуации всегда оставаться с трезвой головой и с холодным расчетом. Точно не торопиться, потому что во время спешки можно допустить кучу различных ошибок в выборе не того оборудования, да, низкого качества там, или просто неподходящее под проект. То есть я бы рекомендовал вести проекты точно так же, как они велись, с целком, так сказать, с чувством, с расстановкой. Но единственное, что не отмораживаться там по 2-3 месяца, как это бывало ранее. То есть есть решение, есть проект, и его можно как бы закупать. Вот. А лишнее телодвижение на подумать лучше, конечно, не оставлять. Вот. А так, чтобы там куда-то резко бежать, торопиться, что-то покупать, наверное, я не вижу в этом смысла никакого. Очень индивидуальный вопрос. Сложно советовать что-то. Покупать или спешить покупать. Я думаю, что тут должен решать заказчик сам. Основываться на своих потребностях. Если вы планируете заселяться, ну, скажем, опять-таки, с точки зрения сугубо наших материалов, если вы планируете заселяться через, не знаю, 4 месяца, то сейчас самое время приобретать. Если вы планируете заселяться года через 2, то торопиться абсолютно не имеет смысла. Лучше подождать, аккуратно все просчитать, просмотреть, подобрать, возможно, но торопиться с закупкой нет причин. Что вы пожелаете вашим покупателям? Хочется сказать, что ситуация на нашем рынке более-менее стабильна. Материалы, которые представлены в наших магазинах, всегда можно приобрести. Сроки на них либо очень быстрые, что находится на складе в Санкт-Петербурге, если чего-то нет, от 2 недель до зависимости товара. Поэтому паники на рынке нету. У нас все в порядке. Все негативное уже случилось. Я думаю, что цены расти уже не должны. Мы работаем в штатном режиме, никакой паники нет, поэтому ждем всех желающих в нашем салоне Еврохом. Всего хорошего и будем рады видеть в наших салонах. Пожелаю в первую очередь не паниковать и заказывать товар у проверенных поставщиков. Не вестись на то, что быстрее покупайте, завтра этого уже не будет. Не верьте, пожалуйста. Спокойненько все взвесьте и спокойненько оплачивайте. Это ваш товар. Если это ваш товар, он вас обязательно дождется. Покупателям желаю здоровья и сил, и спокойствия душевного прежде всего. Я думаю, что все будет круто, и я думаю, что каждый проект, по крайней мере, с нашей стороны, будет укомплектован и освещен. Я хочу пожелать своим заказчикам благополучия в их семьях, в их доме, чтобы проекты были интересные, дизайнерские, и материалы оставались интересными в этой стране. И мы могли привозить и укомплектовывать действительно дизайнерскими интересными покрытиями. Успокоиться, понять, что все хорошо, все стабильно, есть выбор есть всегда. И, конечно же, приходить в наш салон для того, чтобы в этом убедиться и подобрать то, что им понравится, то, что ляжет на душу. Давайте подведем итоги. Главная проблема для большинства поставщиков – это, конечно же, логистика, нарушенные логистические схемы. Большинство европейских фабрик продолжают производить свою продукцию и готовы нам ее предоставлять, но главный вопрос – это то, как ее привезти в Россию. И каждый поставщик решает ее своими способами, и у большинства это все-таки получается. Стоит ли сейчас делать дизайн-проект? Я считаю, что обязательно стоит, потому что цены на материал выросли, цены на дизайн-проект по-прежнему остаются еще январскими, и сейчас есть возможность сделать дизайн-проект по старым ценам. Дальше будет
дороже. И сейчас вы можете зафиксировать свою идею и по мере поступления финансов, по мере поступления материалов реализовывать ее в будущем. То есть вы фиксируете вашу идею и в дальнейшем ее реализуете. И из этого идет следующий вопрос, как комплектовать. Мы в нашей студии решили, что сейчас есть только один способ комплектовать проекты, это комплектовать их в данный момент, на данную секунду, потому что очень сложно что-то предположить на будущее, и мы сделаем проект, и в тот момент, когда вы собираетесь делать ремонт, когда вы собрались, то в этот момент мы делаем комплектацию, и обычно на закупку материалов получается не так много времени, то есть у вас есть несколько дней, чтобы приобрести материал, который сейчас в наличии, либо какой-то подзаказ по текущему курсу, потому что курс очень сильно прыгает, скачет. Реальную цену можно иметь только вот в моменте на несколько дней, поэтому все проекты мы комплектуем здесь и сейчас. Вот, к сожалению, такая у нас сейчас ситуация, и очень сложно что-то планировать на несколько месяцев вперед, как это было раньше. Начинать ли ремонт сейчас? Здесь нельзя, просто невозможно дать какой-то конкретный совет. Здесь каждый должен решать для себя, выстраивать какую-то цепочку приоритетов. Это может быть совершенно разные приоритеты, поэтому здесь я совет вам не могу дать. Но если у вас есть сейчас возможность, есть средства, то, наверное, это будет правильным решением, чтобы сохранить эти средства, потому что дешевле уже вряд ли что-то будет. Еще есть какие-то старые материалы, возможно, даже каким-то более низким ценам, чем это будет в дальнейшем, и вы можете зафиксировать ваши дальнейшие убытки, приобретя эти материалы. В этом плане, наверное, стоит начинать ремонт сейчас. В противном случае не поддавайтесь панике. Это, наверное, самый главный совет в любой критической ситуации. Не надо действовать сгоряча, надо действовать на холодную голову, все осмотрительно взвесить все за и против и делать спокойный ремонт. Потому что если делать что-то сгоряча, то можно натворить таких делов, что у вас потом будут какие-то материалы, которые вам потом будет некуда девать, они будут вам не нужны. Поэтому, наверное, если вас там не прижало как-то очень остро, то, наверное, стоит успокоиться и спокойно подумать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Также мы создали недавно канал в Телеграме, ссылочка будет под видео. Обязательно переходите, там мы выкладываем самые актуальные, самые интересные проекты нашей студии, какие-то текущие моменты. Я думаю, что это будет полезно для вашего вдохновения. Надеюсь, видео было полезным. Обязательно поддержите его лайком. До скорых встреч, пока-пока!